Всем привет, ребята! Вы на канале My Slime, и сегодня у нас для вас очень интересное видео. Но прежде чем узнать, о чем оно, нажми на паузу и обязательно подпишись на нас. Ну все, ты подписался? Тогда можем продолжать. В этом видео я расскажу и покажу вам, как мы делаем прозрачную Clear базу, белую Original базу, а в следующем видео будут все текстуры с искусственным снегом. Это Cloud, Icy и Jelly. Чтобы вторая часть вышла поскорее, обязательно поставь лайк под этим видео прямо сейчас, ведь следующее видео выйдет только когда под этим видео наберется 2000 лайков. Так что ставь лайк прямо сейчас. Ну что ж, давайте приступим к изготовлению баз, но перед этим мне нужно подготовиться. Я уже приготовила целый контейнер с различными штуками, чтобы мне все прибрать. Первое — это резинка, чтобы я убрала все свои волосы и ничего не попало в слаймы. Готово. Также надеваем шапочку. Кухарки в деле. Теперь я сниму все свои украшения, чтобы они не порвали перчатки. Все украшения сняты. Теперь я надену халатик. И продезинфицирую руки антисептиком. И теперь надену перчаточки. И, конечно же, мои любимые тапочки. Все. И перчатки тоже антисептиком. Все, я готова. Начнем с изготовления прозрачной базы. Я уже взяла ведро, в котором переносится клей прозрачный, и поставила его на весы. Мы тут обнулили, чтобы потом вес измерить. Вес ведра 0,5 кг. Следовательно, нам надо, чтобы было здесь ровно. Переходим к котлу. Ставим ведро. Тут мы постелили картонку, чтобы не пачкать весь пол клеем. И открываем предварительно нагретый клей и ждем, пока он наберется. Мы его нагреваем для того, чтобы слайм побыстрее загустел. Кстати, рекомендую вам делать так же, чтобы долго не мучиться с загущением. Так, я думаю, что уже примерно 10 литров есть. Сейчас мы взвесим, если что, дольем. Теперь нам нужно сделать раствор активатора. Я беру порошок борекса и рассыпаю 3 столовых ложки в кувшинчик. Вот. И теперь я развожу его кипятком. Горячим, прям только что вскипевшим чайником. Наливаю литр водички. Теперь надо дождаться, чтобы раствор стал прозрачным. Для этого я помешаю, чтобы это быстрее произошло. Ну, он уже, в принципе, вообще, кстати, быстро стал прозрачным. Вот, видите? Если что, это просто кувшинчик такой, не совсем прозрачный. На 10 литров клея нам нужно 1,5 литра активатора. Здесь как раз литр. Сейчас я этот кувшинчик полностью вылью и потом еще половинку сделаю. Итак, сначала я включу миксер, чтобы наливалось равномерно, а не одним комком все смешалось. Пока наш миксер пыхтит, я сделаю второй активатор. Вот наша база уже стала однородной консистенции, но мы туда добавили только литр активатора, и пока что она довольно-таки липкая. Поэтому надо долить еще
400 миллилитров. Кстати, насчет активатора. Вы всегда спрашиваете, как у нас получаются такие идеальные слаймы. Все дело в концентрации раствора борокса. Вот в этом активаторе выведена концентрация точно такая же, как мы используем в своих слаймах. И стоит вот такая вот баночка активатора всего лишь 49 рублей. Представляете? Тут целых 100 мл за 49 рублей. Вы можете приобрести этот активатор на нашем сайте myslime.ru и использовать для своих идеальных слаймов. Ну а если ты уже профессиональный слаймер и делаешь слаймы в больших количествах, у нас есть порошок борокса в больших объемах, от 100 грамм до килограмма. Ты можешь купить этот порошок и разводить его целый год. Тебе хватит на очень долго. Ну вот, наша база уже готова. Сейчас я ее проверю. Она еще довольно-таки горячая. Но уже я ее могу взять в руки. В горячем виде она такая прям липкая. Ну, нет, хотя не липкая. Просто очень эластичная. Ей надо очень быстро играть. Но, когда она остынет, она станет такая, как надо прям. Сейчас она очень быстро тянется. И мне ее горячо очень держать в руках, как горячая картошка. Давайте попробуем ей похрустеть. Горячо. Ну все, я уже подготовила контейнер, его помыла перед этим. Давайте ее выгребать. Она как будто карамель такая, когда так и берешь, тянешь. Так, вот такая база у нас получилась. В ней еще очень много пузырьков, поэтому она такая почти белая. Ну, смотрите, какая она прозрачная при растяжении. Мы ее оставим отстояться на несколько дней, чтобы она стала прозрачной. А пока я вам покажу базу, которая уже практически отстоялась, которую сделали мои девочки. Сейчас я снизу достану, покажу, какая прозрачная. Вот, смотрите. Все равно, конечно, у меня есть еще пузыри наверху, но уже она класс. И она очень такая плотная, как все наши слаймы, но при этом эластичная. И она похожа на карамель. Смотрите, какая зеркальная. Чтобы у нас получилась идеальная глосси белая база, мы смешиваем прозрачный и белый клей. Теперь смешаем. Все, наши два клея смешались, теперь добавляем активатор. Точно такой же пропорции, как это прозрачный. Ну вот наша белая база готова. Давайте ее проверим. Она тоже должна быть пока горяченькая, такая мягкая и эластичная. Вот смотрите, она довольно как будто бы жидкая. Но опять же, когда остынет, станет все хорошо. Вот такая она как майонезик. Получилась очень глянцевая и красивая. Давайте ее выгребать в подготовленный контейнер. Ну вот у нас уже готовая база. Давайте посмотрим, какая она сейчас. Тут много пузырьков. Она хрустит, кликает. Такая глянцевая. Очень эластичная. Но пока что жидковато, но когда остынет, станет в самый раз.
А теперь давайте посмотрим уже отстоявшуюся базу, которую сделали девчонки. То есть она стала еще плотнее. Вот, посмотрите, какая глянцевая. Но при этом очень эластичная и плотная в то же время. Вау, такой стиль. Вот и подошло к концу наше видео. Базы, которые мы сегодня показали, прозрачную и белую, можно заказать на нашем сайте myslime.ru. Они уже готовые, загущенные. Вам остается только добавить краситель, ароматизатор и какие вы хотите добавки. И также у нас есть в продаже жидкий клей, который вы можете сами загустить как хотите. Заказывай и ставь лайк на это видео, чтобы поскорее вышло новое. Всем пока!